Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать, как делается настоящая самаркандская самса. Конечно, понятие самаркандская самса растяжимое, потому что только в Самарканде я знаю 6 или 7 видов самсы. И не могу сказать, что они все похожи по приготовлению, выпечке. Поэтому мы сегодня покажем один из вариантов. И вот нам предоставили возможность это все заснять. И сейчас мы будем это все делать. Вот в тазиках стоит тесто. Оно готовится просто вода, соль и мука, без никаких других ингредиентов, добавок. Тесто замешивается и потом оставляется вот так вот в тазах на 1 час, накрытое целлофановой пленкой, чтобы оно поднялось. Вот это тесто уже стоит ровно час. Оно поднялось, и сейчас из него будут делать слоенку для изготовления самсы. Вот пришло время, когда тесто надо резать. Открываем целлофан и начинаем работать. Этот таз, вот этот комок теста мы будем резать на 3 части. И каждую часть по отдельности раскатывать. Как я уже говорил, очень много видов самсы, и поэтому технологии могут отличаться, и не надо думать, что это единственно правильный вариант. Каждый готовит по-своему. Пожалуйста, прошу нас сильно не ругать, если кто-то не согласен с тем, как мы его готовим. Как вы видите, это очень трудоемкий процесс, не так-то легко раскатывать такой большой кусок теста. Но ребята каждый день работают, и они уже в этом деле профессионалы. Этот кусок теста должен раскататься и получиться вот таким куском теста. Это уже раскатанное и смазанное жиром, топленым маслом. Топленое масло, да? Ложечковое это? Топленое масло или хороший маргарин. Там уже кто как готовит. Это делается для того, чтобы слои между собой не слипались. Видите, вот уже смазано все это. Чам минут примерно як това ваем метон? Як това еще? Не май това как раскатка как? Память. Ну, не буду вас мучить ожиданием. Как мы уже поняли, что оно должно превратиться вот в такой раскатанный длинный большой кусок теста, примерно 2,5 метра на метр.
Поэтому пока мы приостановим съемку и продолжим, когда уже все будет готово. Все это делается вручную, без всяких машин, автоматов. Качество теста, которое на раскаточной машине делается, оно совсем другое. Вот мы уже закончили раскатывать этот кусок теста, и вот смотрите, что у нас получилось. Теперь мы заливаем это готовое раскатное тесто топленым растопленным маслом. Или маргарин. Но учтите, масло или маргарин должно быть очень хорошего качества, потому что потом может быть запах неприятный, если вы будете на этом экономить. Лучше всего, конечно, сливочное масло. Так вот полностью эту жидкость размазываем по всему тесту. Сейчас вечер, 7 часов вечера, мы находимся в помещении, в котором нет окон и горит свет, поэтому за качество видео прошу нас заранее извинить. После того, как мы равномерно распределим это масло, мы оставляем его на время, чтобы масло застыло. Вот масло застыло, и мы начинаем выкладывать тесто слоями. Благодаря тому, что масло застыло, теперь тесто не прилипнет слои друг к другу. И вот так оно может спокойно отстаиваться. Вот что у нас получилось. Так мы его заворачиваем в целлофан.
и оно должно будет отстояться. Оно может отстояться минимум 2 часа, и потом уже можно готовить, продолжать дальше. Но ребята делают заготовки на утро, чтобы не приходить рано утром. И завтра к 7 утра из этого теста они начнут делать самсу. А сейчас мы смотрим, как нарезают мясо. Мясо добавляется в самсу 70% говядины и 30% баранины, потому что так придается более пикантный вкус самсе. Для того, чтобы самса была вкусная, мясо нарезается просто кубиками, потому что если сделать из него фарш, то самса будет не такая вкусная, не такая аппетитная. Все мясо нарезается вот так вот мелкими кубиками. А теперь посмотрите, как готовится лук для самсы. Сперва этот лук, разумеется, очищается, а потом шинкуют вот такие вот колечки, а потом вот таким вот большим тесаком, вот в таком специальном тазу, этот лук измельчается до состояния, как можно сказать, до очень мелкого состояния. Почему именно таким способом? Потому что таким способом лук дает свой сок, и он становится очень мелким и сочным. И когда он готовится в тандыре, он, выделяя сок, тает, и в самсе потом не чувствуется лук, когда вы кушаете самсу. Просто нарезать мелко и положить не получится, потому что вы, когда будете есть самсу, будете чувствовать кусочки лука. Вот таким вот образом очень долго надо вот этим тесаком работать, чтобы полностью измельчить весь этот лук. Согласитесь, это очень оригинально и интересно. Пока готовится лук, одновременно, вот смотрите, также продолжается подготовка мяса. Это очень трудоемкий процесс, занимает очень много времени. Но если сделать фарш, как я уже говорил, самса будет не такой вкусный. Поэтому приходится тратить время на это. В итоге лук получается вот такой. До такого состояния его рубят. Вот смотрите, какой мелкий, сочный овощной. А так овощный. Вот видите, прямо он с водой сочный. Такой лук в самсе растает, даст вкус, а сам лук не будет чувствоваться.
А вот это вот куски жира, их тоже специально добавляют вот такими вот кусочками, потому что когда сам жир будет таять, самса будет сочная-сочная. Это все курдючный жир. Вы когда будете кушать самсу, из него будет течь сок с луком, с вот этим курдючным жиром. Когда мясо и лук уже мелко накрошены, потом вот так вот мы готовим из него определенного рода фарш для того, чтобы сделать начинку в самсу. Вот как вы видите, мясо, сверху лук, и потом вот так вот постепенно все это перемешивается. Добавляются специи, соль по вкусу. Вот здесь вот виден перец, соль. И все это вот так вот тщательно перемешивается, для того, чтобы получилась однородная масса. В то время, пока готовится заготовка начинка и тесто, тандыр тоже готовится к тому, чтобы лепить на него самсу. В него закидываются дрова, и тандыр вот так вот обжигается, чтобы все, что там осталось на стенках от предыдущей выпечки, сгорело. И тандыр сам по себе тоже должен нагреться. И вот так вот тандыр будет гореть. И видите, вот там вот черное, это все вот сгорает, все, что осталось от предыдущей выпечки. И стенки тандыра тоже нагреваются одновременно. Вот что у нас получилось. Это вот заготовку теста. И теперь опять продолжаем обрабатывать.
видите, все это делается только вручную, без никакого машинного использования и каких-либо приспособлений. К сожалению, здесь в помещении качество видео оставляет желать лучшего, поэтому я еще раз извиняюсь. И вот таким образом, завернув это тесто, его опять оставляем на определенное время, чтобы оно отстоялось. Отстоявшееся тесто мы опять открываем, примерно полчаса, и уже начинаем делать окончательные заготовки для самсы. Эти нарезанные квадратиками кусочки теста раскатываются
получаются вот такие вот квадратные плоские кусочки, в которые потом уже ставится начинка от теста. Начинка от самсы. Вот мы уже раскладываем начинку, и вот сворачивается сама самса. В это же время, как вы видите, тандыр все еще горит, но зато стенки у него уже практически чистые. Тандыр сам нагрелся. Видите, на стенках почти ничего не осталось. Сейчас, когда все заготовки уже будут готовы, мы перейдем к заключительной части, когда начнем лепить самсу в тандыр. И через определенное время вы увидите уже готовую вкусную самсу, которую можно будет с удовольствием съесть. Тандыр уже готов к тому, чтобы принять самсу. Готовые заготовки вот так вот аккуратно складываем боком на поднос, чтобы они не помялись.
тандыр готовят уже к тому, чтобы начать лепить. На горячей стенке тандыра вы брызгаете холодную воду, и получается такая своеобразная парная баня внутри тандыра. Как вы видите, стенки тандыра уже абсолютно чистые. Для того, чтобы удобно было лепить, набрасывается вот такая вот специальная ткань, чтобы люди не обжигались. Вот принесли уже заготовки самсы. Смотрите, как они прекрасно выглядят. Все как на подбор. Вода еще делается для того, потому что в влажной стене тандыра тесто будет легче лепиться и будет держаться. Наверное, из всего процесса приготовления самсы самое сложное — это правильно лепить самсу на тандыр, потому что если вы это сделаете неправильно, весь ваш предыдущий труд пойдет на смарку. Да, Маша, бро. Сейчас мы ждем, когда все испарение выйдет, и с Богом начинаем.
начали лепить самсу. И теперь включаем газ, чтобы это все приготовилось. За фарба? Ya kapta bunu Allora, lui è pronto oggi, ho preso lì. Когда дается определенное давление газа для нужной температуры, потом все закрывается сверху крышкой, чтобы самса томилась в тандыре и готовилась. Наша самса уже подрумянивается. Сейчас она дойдет до определенной кондиции, и мы ее закроем. Пока огонь еще небольшой. Как видите, начинает подрумяниваться солнце сверху, не снизу. Пришло время, верхний уже готов, верхний снимаем и будем ждать, когда будет готовиться дальше. Вот она, вот готовая самса. Верхний уже почти готовый, вот так постепенно. Снимая верхний, мы будем постепенно спускаться вниз, пока не приготовится все. Таким образом все это снимается. Вот она уже готовая самса. Lanansı çanta. Это вот
перед собой. Постепенно сверху вся самса постепенно снимается к низу. Видите, верх уже готовый, и тихо-тихо подрумяниваются нижние самса. Все это вот будет постепенно сниматься, и вот так вот аккуратно будет раскладываться на поднос. И каждая самса будет ждать своего клиента. Чтобы самса не остывала, этот поднос потом можно поставить вот так сверху на тандыр, и она будет постоянно в горячем состоянии. Смотрите, какая прекрасная самса. Не, як так что-то ты сенде, да, наши байкадан, так ты еще. Вот готовую самсу мы сейчас покажем, как она выглядит изнутри. Смотрите, вот такая сочная, прекрасная самса, покушав которую вы каждый день будете приезжать сюда вновь и вновь. Если сюда еще чуть-чуть соуса или кетчупа и заправить это уксусом, то это просто получится райское наслаждение, не хуже, чем баунти. Вот это вот заведение по производству, продаже самсы предоставило нам возможность увидеть, как готовится такого типа слоеная самса. Потому что, как я уже говорил, есть разные способы приготовления. Спасибо им большое. И кто захочет поесть эту прекрасную самсу, если приедете в Самарканд, посетите вот это заведение на Коканской, где вы будете приятно удивлены вкусом этой прекрасной самсы. Я не профессиональный оператор, поэтому прошу извинить меня за некоторые некачественное видео. Надеюсь, вам понравилось.